Здравствуйте, друзья! Дать в долг всегда неприятная, приносящая беспокойство ситуация, особенно если вы отдаете довольно крупную сумму. Нередко происходит так, что человек забывает или делает вид, что не помнит о том, что долг необходимо вернуть. Многие предпочитают тешить себя иллюзиями того, что деньги им просто подарили. Бывает очень непросто прямо напомнить человеку о долге. В такой ситуации дружбе часто приходит конец. Однако и терпеть забывчивость приятеля также не рекомендуется. Я подскажу вам несколько способов, которые помогут избавить должника от забывчивости. Во-первых, не пропадайте из его поля зрения. Иногда нам кажется, что, изобразив обиду и отказавшись от общения, мы вызываем чувство вины у должника. Это огромное заблуждение, которое оттягивает момент возврата денег на неопределенный срок. Всегда будьте начеку, не пропадайте и чаще инициируйте разговор. Знайте, что человек прекрасно помнит о долге, и через какое-то время ваша настойчивость в общении обязательно принесет плоды. Испытывая неприятные ощущения от постоянных встреч с вами, человек отдаст что угодно, чтобы поменьше с вами пересекаться. Нас в данном случае интересуют ваши собственные деньги. Во-вторых, помните, что всегда к месту ирония. Если вы не хотите портить отношения с человеком, которого знаете давно, есть эффективный способ, который обернут в шутку. Отправьте на электронную почту должника шуточное письмо. Не нужно грубости и нажима. Ваша цель – мягко напомнить человеку о задолженности. Можно попробовать что-то вроде: «Дорогой друг, надеюсь, ты осуществил мечту, и твой новый автомобиль радует тебя каждое утро по дороге на работу. Я бы тоже хотел пересесть на свой автомобиль. Да вот не хватает на бензин. Может, сможешь мне помочь?» Подобная формулировка не обидит адекватного человека и поможет решить денежный вопрос в короткий срок. Если этому человеку, конечно, дорогие отношения с вами. В-третьих, вы можете задействовать друзей должника. Конечно, такой способ подойдет в том случае, если человек не слишком близок к вам, или же вы не видите его так часто, как вам хотелось бы. Бывает так, что друзья или знакомые должника попадаются вам на глаза чаще, чем он сам. А может, вы работаете с ними вместе. Не нужно стесняться, пожалуйтесь на нерадивого общего друга. Будьте уверены, что ему обязательно передадут. В случае, если человек действительно собирался вернуть деньги, он свяжется с вами для дальнейшего обсуждения. В противном случае делайте выводы о таких знакомых и постарайтесь не переживать из-за потраченной суммы. Однако, если сумма приличная, стоит отбросить все стеснения и вывести человека на разговор, пусть даже с привлечением третьих лиц, например, его родственников и друзей, которые вместе с вами объяснят важность возврата средств. Но не забываем, что действовать нужно в рамках закона. И, наконец, еще один интересный способ. Сами попросите в долг у самого должника. Очень часто такой жирный намек работает лучше всего. Тут важно помнить, что при подобной просьбе называем точную сумму. Например: «Ты не одолжишь мне 10 тысяч на ремонт? Очень нужно». В 95% случаев до должников доходит очень быстро, и человек сам заводит с вами разговор о возврате денег. Если же начинаются отмазки и заверения в том, что у меня нет денег, попытайтесь ловко перевести разговор на свой собственный долг. Но опять же, никаких оскорблений и угроз, любой вопрос можно решить в рамках закона. Вот и все, друзья. Надеюсь, эти простые советы помогут вам решить довольно щекотливый вопрос. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик. Всего всем доброго!